Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать! Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео, заглядывайте в плейлисты. Надеюсь, видео вам понравится. Вы оставите свои лайки, напишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появляются новинки. Своим постоянным зрителям из разных городов, разных стран отдельный привет! Слова благодарности, мы большая группа поддержки. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали, да. Новички, кто еще не работал с такими ниточками, смотрите. Называются они Alize Angora Gold. Идем дальше. В 100 граммах здесь находится 550 метров. Состав данной пряжи 80% акрил, 20% шерсть. И крючок нам советуют здесь брать от 2 до 4. Я вязала данную пряжу крючком номер 3. Вот такая вот моя рабочая лошадка. И я буду вязать данным крючком. Вы смотрите, можете брать эту пряжу, можете брать совсем любую пряжу. Мои узорчики подходят для любой пряжи, пробуйте. Обязательно читайте аннотацию, какой крючок вам здесь предлагают, чтобы вы вязали. Угу. Итак, цвет, чтобы не забыть, сразу же вам скажу, номер 462. Сегодня схемки, к сожалению, у меня нет, но следите за руками. Очень легкий сегодня будет узорчик, образец узорчика. Ну что, свяжем? Так, смотрите, вот ниточка сама по себе, видите? Она с такими маленькими-маленькими такими ворсиночками, да? Вот, новички, из-за этого берите крючок сразу же не сильно тоненький, да, средней толщины. Дело в том, что когда вы будете вязать, эти ворсиночки могут запутываться и может быть как бы сложновато вязать. Но это поначалу. Опытные мастерицы знают, что ниточка хорошая. И еще, новички, смотрите, когда будете вязать, обязательно просчитывайте количество петелек, столбиков заранее, потому что если вы ошибетесь, да, то есть не торопитесь, за счет этих ворсиночек распустить будет сложно. Возможно, но сложно. Угу. Итак, раппорт нашего сегодняшнего узорчика будет 6 петелек. Я наберу дополнительно петельки, так скажем, справа-слева, чтобы узорчик красиво закончился. И наберу сегодня 37 воздушных петелек, а вы набирайте, как вам удобно. Итак, вначале, как всегда, петелька фиксации. А теперь 37 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 и 37. Вот наш будущий образец. Теперь, так как у нас много новичков, да, опытные мастерицы могут перемотать данный ряд, а мы с новичками сделаем вспомогательный ряд, чтобы мы не запутались в воздушных петельках, да. Вспомогательный ряд будет состоять из столбиков с накидом. Итак, повторяем, смотрим. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2 и 2. Это столбик с накидом. Накид. В следующую петельку по порядочку ныряем, вытягиваем ниточку. 2 петельки, 2 петельки. И так далее. В следующую и во все последующие набираете вот так вот столбики с накидом. Почему? Потому что новички могут в воздушных петельках запутаться, а уже в верхушках столбиков однозначно не запутаются. Пишите в комментариях, удобно вам так. Угу. Итак, смотрите, вот так вот я вяжу до конца ряда, да, то есть если я набрала 37 воздушных петелек, должно получиться 37 столбиков. Вот эти вот первые 3 петельки подъема, это имитация столбика с накидом, поэтому я тоже считаю как столбик. Итак, я провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков. Понятно? И вот так вот провязываю до конца ряда. Вы провязываете, сколько у вас здесь воздушных петелек, столько должно получиться столбиков. Сами себя контролируйте. Не сложно? Не сложно. Встречаемся в конце ряда. Итак, смотрите, вот наш вспомогательный ряд готов. Ничего сложного, да, все ровненько, аккуратненько. Теперь приступаем непосредственно к узорчику. Итак, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Здесь сделаем одну воздушную петельку по узорчику, и получается у нас с вами 4 воздушные петельки. Далее, смотрите, пропускаем 2 столбика, 1, 2, в 3-й столбик ныряем в верхушку, провязываем столбик с накидом. Далее 2 воздушные петельки, 1, 2, и возвращаемся сюда же, в этот же столбик, и провязываем еще один столбик с накидом. И у нас с вами получается вот такая вот рогатка.
Идем дальше. Воздушная петелька. Пропускаем опять 2 столбика. Раз, два. В третий столбик ныряем. Вытягиваем ниточку, но не провязываем. Подтягиваем вот так вот, видите? Раз. Накид сюда же еще раз. 2. Накид сюда же 3. Накид сюда же 4. Накид сюда же 5. И теперь, когда у меня столько петелек на крючке, я беру и провязываю практически все, кроме последней. Видите? 2 петельки на крючке, я их провязываю вместе. У меня получился вот такой вот пышный столбик. Пышный столбик эффектно смотрится только тогда, когда много именно петелек, много накидов. Но смотрите по узорчику, по изделию. Либо вы можете делать 3 петельки, 3 накида, 4, 5, 7, 10 и так далее. Но при этом пряжа кушает больше, получается, чем больше петелек. Поняли, да? Идем дальше. 2 воздушные петельки. Возвращаемся обратно сюда же, в этот же столбик. И провязываем точно такой же второй пышный столбик. Накид 1, накид 2, накид 3, накид 4, накид 5. Еще раз повторюсь, вы можете сколько угодно делать, можете меньше, можете больше накидов и петелек. Я остановлюсь на 5. Итак, провязали все практически до конца. 2 петельки на крючке оставили, потом 2 петельки провязали вместе. Видите? У нас получается обычная рогатка и потом рогатка из пышных столбиков. Угу. Идем дальше. Воздушная петелька. Пропускаем опять 2 столбика и в третий столбик провязываем обычную рогатку. 2 воздушные петельки и опять сюда же столбик с накидом. Вот, обычная рогатка, поняли? И так вот вы будете идти до конца ряда. Обычная рогатка, рогатка из пышных столбиков. Обычная из пышных столбиков. Не сложно? Не сложно. Все, давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Итак, смотрите, вот такая вот красота. Видите, по очереди рогаточки провязали. И заканчиваем ряд точно так же, как и начинали. То есть мы опять же делали рогатку обычную, да, 2 столбика пропустили. И в третий столбик провязали обычный столбик с накидом. Идем дальше. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Опять делаем воздушную петельку по узорчику. Так, то есть получается 4 воздушные петельки. И теперь смотрите. Вот наша рогатка обычная. Мы в эту рогаточку, да, ныряем и провязываем точно такую же рогатку. Столбик с накидом 1. 2 воздушные петельки. И сюда же опять нырнули. Столбик с накидом 2. Поняли? То есть вот, получается над рогаткой рогатка. Дальше воздушная петелька. И переключаемся на рогатку из пышных столбиков. Вот в эту арочку из 2 воздушных петелек ныряем и провязываем пышный столбик. Накид 1, накид 2, накид 3, накид 4, накид 5. В моем случае, да, в вашем сколько угодно. И провязали, оставили 2 петельки на крючке, провязали 2 петельки. Вот он, пышный столбик. Опять 2 воздушные петельки и возвращаемся сюда же, провязываем еще один пышный столбик. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали 2 петельки, провязали. Воздушная петелька и опять вот наша обычная рогатка. Переключаемся в обычную рогатку, в арочку, да, и провязываем точно такую же рогатку. То есть у нас получается ряд повторяется. Видите? Не сложно? Не сложно. Все, давайте самостоятельно до конца ряда. Точно так же. Над обычной рогаткой обычная. Над пышной рогаткой, назовем ее, да, пышная рогатка, пышная рогатка. Все, до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Несложно. У вас получится. Так, вот. Провязали еще один ряд. Смотрите, заканчиваем точно так же. Получается, мы сделали рогаточку. Здесь по узорчику одну воздушную петельку пропустили, да. И получается, в третью петельку подъема ныряем и провязываем столбик с накидом. Идем дальше. Опять 3 петельки подъема, поворот. И теперь наша с вами задача повторить третий раз точно такой же ряд. Не сложно? Не сложно. Воздушная петелька по узорчику. Получается 4 петельки здесь. И опять над обычной рогаткой провязываем обычную рогатку. Есть. И получается над пышной рогаткой провязываем точно такую же пышную рогатку. Понятно, да? То есть у вас будет 3 одинаковых ряда. 1, 2, 3. Все, давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Показываю, что будем делать дальше. Так, смотрите. Вот такая вот пузатенькая красота у нас получается. Далее что мы делаем? Опять 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И здесь получается опять по узорчику у нас одна воздушная петелька. А здесь будьте внимательны.
Сейчас мы будем с вами провязывать точно так же, как мы провязывали 3 ряда, но только небольшим смещением. То есть, смотрите, там, где у нас была обычная рогатка, мы будем делать пышную. Итак, накид 1, накид 2, накид 3, накид 4, накид 5. Так, в моем случае. Провязали 2 петельки на крючке и потом 2 петельки вместе провязали. 2 воздушные петельки и опять сюда же такой же пышный столбик. 1, 2, 3, 4, 5. Все вместе провязали и опять 2 петельки остались на крючке, провязали их вместе. Воздушная петелька и переключаемся там, где у нас рогатка из пышных столбиков. Ныряем в арочку, провязываем столбик с накидом 1, 2 воздушные петельки и сюда же нырнули, провязали столбик с накидом 2. Все, ничего сложного. То есть мы с вами сейчас просто-напросто смещаем, да, там, где обычная рогатка, будет пышная, там, где пышная, будет обычная. То есть дальше здесь, где обычная, будете провязывать пышную рогаточку, да, а где пышные рогатки обычную. Не сложно? Не сложно. Все, давайте, надеюсь, вы самостоятельно справитесь. Давайте 3 ряда также сделаем. 1, 2, 3. Угу. И встречаемся. Посмотрим, что у вас получается, что у меня получается. Договорились? Давайте. Встречаемся через 3 ряда. Так, смотрите, вот такие вот пухляшечки формируются, образуются, да? Не сложно? Не сложно. То есть вы 3 ряда провязали одинаково, да? Потом просто чуть-чуть сместились и опять 3 ряда точно так же одинаково. Сейчас я буду провязывать обратно вот эти же 3 ряда, да? То есть у меня начнутся и закончатся обычными рогаточками. Вот. Потом можно будет сделать еще дополнительно увеличить образец на несколько рядочков, сколько вам необходимо. Все, давайте увеличим образец несколько рядочков. Получается очень классно, здорово. Встречаемся через несколько рядочков. Договорились? Давайте. Так, смотрите. Вот я провязала, получается, еще один вертикальный раппорт, да? То есть раппорт узорчика 3 ряда. Немножко сместили. Опять вернулись. То есть в таком шахматном порядке. Видите, какая получается? Обычная такая, да? Незатейливая, но красота. Кофточка, кардиганчик, возможно, палантинчик. Снуд, да, шарфик, почему бы и нет. Опять же, смотрите, выбирайте ниточки, так скажем, более летнего варианта, зимнего варианта. Отсюда, конечно, будут такие изделия, да. И еще смотрите, какой момент. Вы можете провязывать через ряд, вот вертикальный, да, то есть пышные столбики, пышные рогаточки, обычные рогатки, пышные, обычные. А можете сделать как? Пышные, пышные, пышные. Обычный, 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 например, да? Либо, например, вы можете сделать точно так же, да, по 3 ряда. А вы же можете делать по 4 ряда. То есть у вас может быть 4, да, вида рогаток. 4 ряда, например, точно так же 2 вида рогаток. Поняли, да? 2 ряда пышных, 2 обычных. 2 пышных, 2 обычных. И точно так же здесь будет 2 пышных, потом сместились 2 пышных. 2 пышных, 2 пышных. Не запутала вас? Поняли принцип, да? То есть самое главное принцип узорчик, а дальше вы уже большие дизайнеры, большие молодцы. Дальше вы уже придумываете узорчик, как вам будет удобно, из каких ниточек, каких вам удобно. То есть нет конкретно каких-то узорчиков спрашивают, а покажите конкретно мужские узоры, какие-то конкретно женские. Да нет как бы таких. Больше ажурчика, значит женские, меньше ажурчика, значит мужские. Согласны? Итак. Я жду от вас комментариев, куда можно применить данный узорчик. Если кто-либо уже вязал, пишите обязательно. Видите, узорчик у нас двусторонний. Пишите обязательно, где вы использовали данный узорчик. Нам будет интересно, какие ниточки и так далее. Давайте замерим. Если, например, набирали точно так же, как и я, 37 воздушных петелек, это же пряжа, этот же крючок, это же плотность вязания, ну, допустим, да, то у меня это получается, вот, смотрите, ну, 21 сантиметр с небольшим хвостиком. И тут 3, 6, 9 рядов, и первоначально мы набрали, да, 10. Пусть это будет 10 рядов. Сколько это будет сантиметров? Это будет 13 сантиметров. Классно? Здорово. Да? Конечно, за счет того, что у нас есть воздушные петельки, узорчик будет тянуться. Смотрите, как он тянется. Да? Вот. Вот такая красота. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новинки. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях, сохраняйте себе в плейлисты, чтобы посмотреть в дальнейшем в удобное для вас время. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.